Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим о чувственных и волевых красавицах на картинах Джона Уотерхауса. Джон Уильям Уотерхаус – английский художник-прерафаэлит, черпавший вдохновение в библейских и мифологических сюжетах, старинных английских легендах и рыцарских романах. Главные героини его картин – красивые женщины, обладающие влиянием и властью, но при этом желанные, манящие и чувственные. Идеальный пример – Клеопатра, Офелия, Психея. Не всегда они существовали в реальности. Уотерхаус охотно писал волшебниц и мифических героинь. Сюжеты его картины зачастую были драматическими, но одновременно и спокойно умиротворяющими, без лишней экспрессии. Главное – эстетика и красота, восхищение сильными женщинами, их умением преодолевать обстоятельства и не терять лица. Уотерхаус достиг успеха и богатства еще при жизни. Его творчество было очень востребованным, а сейчас его картины очень дорого стоят и с каждым годом только увеличиваются в цене. Родители Джона Уотерхауса были художниками, потому с раннего детства он изучал живопись и знакомился с выдающимися картинами старых мастеров. Благо жил в 5 минутах ходьбы от художественного музея, много работал вместе с отцом, постигая все художественные премудрости. Потому и вопросов о будущем Джона не возникало, только живопись. Когда ему исполнился 21 год, он поступил в Королевскую академию художеств. Некоторое время по молодости подражал популярному в то время художнику Фредерику Лейтону, но постепенно пришел к своему стилю в живописи. Это первая серьезная работа «Сон и его сводный брат Смерть». Картина сразу стала очень популярной. О молодом художнике заговорили, его работами восхищались. Все особенности творчества художника были налицо. Мифические, очень яркие и интересные персонажи, глубокий символизм, виртуозное исполнение. Женился Уотерхаус достаточно поздно, в 34 года. Его избранницей стала художница Эстер Кенуарти. Правда, с детьми паре не повезло. Они умерли во младенчестве, детская смертность даже в то время была высокой. Хорошие заработки и возможность пользоваться услугами хороших докторов решали далеко не все. Лучшие картины Уотерхауса, воплощенные в холсте старинные мифы, а его героини были очень популярны в викторианской Англии, где женщины активно боролись за равноправие с мужчинами и впервые получили возможность голосовать и ходить на выборы. Самая знаменитая картина художника – «Леди из Шалотт». Уотерхаус взял за основу поэму «Волшебница Шалотт». Согласно ее сюжету, девушка Элейн оказалась под гнетом проклятия. Она не может покинуть замок Шалотт, даже в окно ей запрещено смотреть. Зато у нее есть волшебное зеркало, показывающее все чудеса мира. Элейн любуется ими и вышивает гобелен, стремясь воплотить в них увиденное. Однажды она увидела в волшебном зеркале рыцаря Ланселота, влюбилась в него и решила увидеться со своим возлюбленным, чего бы ей это ни стоило. Проклятие свершилось, зеркало треснуло, гобелены истлели, лишь смерть ждет возлюбленную девушку. Но она бежит к реке, садится в лодку и отправляется в свой последний путь к замку рыцаря. Именно этот момент и запечатлел Уотерхаус. На картине полно скрытых смыслов. Девушка уже готова к смерти, на это недвусмысленно намекают 3 свечки на носу лодки, 2 из которых потухли. Лодка – символ гроба, на ней небрежно лежит гобелен, которым она так дорожила. Но все было напрасно, настоящая жизнь куда интереснее придуманных миражей. Жаль только, что она оказалась такой короткой и трагической. Творчество Уотерхауса было востребовано при жизни художника, однако, когда он умер от болезни, то про него забыли. В моде были авангард и модерн, картины прерафаэлитов казались безнадежно архаичными. Но постепенно работы художников вновь стали востребованными, что лишний раз доказывает, что истинная красота и хороший вкус никогда не устареют.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.